Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас обзор «Звездная пара». Мужчина, женщина и что, в общем-то, среднее на здесь и сейчас. Что в голове у мужчины? Звезда, иерофант и рыцарь пентаклей. Ну, главным образом здесь расстояние между людьми. Потом женщина является воплощением мечты данного мужчины. И в этом нет ничего удивительного. Ну, по многим причинам, да, я не буду сейчас об этом рассказывать, но этому есть вполне объективные для этого мужчины, вот эта женщина является мечтой волшебной, несбыточной. Возможно, в какой-то момент он думал так. То есть эта женщина является воплощением всего того, что для него является ценностью, что для него является красотой, важностью. И полный набор того, о чем он, в общем-то, мечтал, содержит в себе данная женщина. Более того, он здесь понимает, что это некая судьба. Здесь может быть момент недоверия у мужчины в том плане, что, блин, ну не может быть все так хорошо, ну неужели, неужели в самом деле все сгорели карусели. И по иерофанту он думает, если все так, значит, мне помогут. Во всяком случае, он в это хочет верить. Он в это очень хочет верить, что ему помогут, что представится ему шанс и вообще в целом. Вот по рыцарю Пентаклей он вообще в целом расценивает это как некий дар, как некую ценность, большой шанс на нечто новое. И здесь даже не то, что касается взаимоотношений. Нет, здесь как будто бы он понимает, что это перемена, которая охватывает абсолютно, ну как бы вообще всю жизнь, да, то есть это какая-то такая тотальная перемена. И у него прям как будто бы, как это, да, вот как затаив дыхание. Что разве может быть так? Разве так может быть? Что еще в голове у мужчины по отношению к женщине? Здесь у нас дублируется и звезда, и иерофант. Восьмерка жезлов. Знаете, здесь, в общем-то, очень интересно показывают в том отношении, что как будто бы мужчина долгое время чего-то не замечал, или в его голове что-то не складывалось.
А здесь вдруг, как будто бы в один какой-то момент, в его голове сложилась какая-то полная картина, как будто бы он видел отдельные какие-то части чего-то и никак не мог собрать это все воедино. Или он думал, что это совершенно разные части, да, вот как я говорила, что когда мы расчищаем как бы поле свое, когда мы поднимаемся, в нашем поле проявляется, в общем-то, другой человек. И он может к нам приходить, не может, он приходит к нам, да, то есть нам его проявляют через сны, через видение, через что еще? Ну, посредством каких-то... В общем, эти образы проявляют нам в разных вариантах. И приходящие образы, они могут отличаться друг от друга. То есть они могут быть разные, в зависимости от того, в каком мире, в какой плоскости, из какой плоскости вот этот вот человек проявился к тебе. В зависимости от этого ты видишь его в разных образах, соответствующих тому образу, той форме, в которой он проявлен конкретно, в том плане, из которого он как бы спустился, проявился к тебе. Короче, здесь человек как будто бы вот эти вот образы, он как будто бы собрал все в одно. И, в общем-то, здесь ощущение такое, что до него доперло, что это, в общем-то, одна вообще сущность, один человек. Ну вот, в общем-то, как-то так, да, так, во всяком случае, мне это показывает. По восьмерке жезлов здесь, конечно, у человека идет мощным ходом распаковка его сердца и главным образом его чувственного аспекта. То есть он учится заново как будто бы чувствовать. И ему это нравится. И необычно, с другой стороны. С одной стороны, ему это нравится, с другой стороны, это непривычно. А вообще, знаете, у него весна. Весна. В мыслях интересно, что. Интересно, что в мыслях у него весна. Он парит. Что-то я тут подзаэтовалась, да? У меня просто тут еще звери. У меня такое ощущение, что они тоже работают. Какие-то деструктивные эти. Страхи. Страхи поднимаются, и есть некие воспоминания из прошлого, как, в общем-то, ну, страхи, да, они поднимают события, они, в общем-то, хотят вывести то, что уже, в общем-то, умерло, то, что уже не имеет никакого отношения. В общем, очистить голову. Но мужчина здесь, у него мыслительный образ, он как-то структурировался.
женщина, что происходит в ее голове? Она в целом сделала свой выбор, и она находится... Знаете, здесь очень интересно и странно, потому что здесь как будто бы разные женщины. Я поняла, здесь у женщины идет, заканчивается. У нее заканчивается период перехода на как бы новый план, окончательный, через голову. Была, опять-таки, я рассказывала, что сейчас происходит, и что каждого человека, в зависимости от того, на какой план он выходит, к какой ветке примыкает, да, его переподключают. То есть со старого его подключают на новую систему. И вот здесь вот женщина, она заканчивает. В общем-то, у нее закончился этот процесс. Остались здесь небольшие крохи, которые, в общем-то, интенсивным образом уходят, меняются, да. И она находится в неком таком безмятежном состоянии, то есть она четко знает, она уверена. Это знание, это уверенность в том, что будет именно так, как она это видела. Так, как она хочет, и здесь нет ни капли сомнения. Плюс к этому здесь женщина еще находится под защитой. Женщина здесь довольно-таки просто и легко относится. Вопрос в том, вот этот мужчина будет действовать или нет. И здесь женщина дала этому мужчине полную свободу. Потому что здесь очень высокий уровень развития, высокий уровень сознания. Если на данный момент это не так, то женщина здесь близка к этому, очень-очень-очень близка. И она четко знает, что будет все равно так, как она хочет, в том плане, что ее выбор быть в любви, да, жить в любви, получать и дарить любовь. А с этим ли мужчиной или пространство ей предоставит какого-то иного мужчину, она, в общем-то, готова. Она не будет головой биться и кричать: хочу Васеньку, Васеньку, Васеньку хочу, отдайте мне Васеньку. Нет, не будет она кричать, если Васенька там, в общем-то, будет сидеть, тормозить. Хотя здесь не видно, что вот мужчина тормозит. Мужчина здесь вполне себе как бы что-то проснулся. Но мы дальше посмотрим. И женщина здесь находится под защитой. Кому-то это нужно услышать. Что здесь хотят сказать, что и для одного, и для другого, для обоих отрезок жизни отшельника, он закрыт. Это вообще настолько просто. Я дополнять даже не буду. То есть для и мужчины, и для женщины период отшельничества, период вот этого вот как бы набора мудрости, одиночества, да,
вот этой вот эскалации, он, в общем-то, закончен. И теперь пришло время как бы уже совместно набираться той же самой мудрости, то есть идти уже по новому витку вот этого вот развития. Что у мужчины на сердце? Он растет. Он растет, и здесь на самом деле у мужчины идет очень интенсивная внутренняя перезагрузка. То есть как будто бы здесь человек спал, да, он вроде бы что-то понимал, да, он вроде бы что-то чувствовал, что-то видел, но вот он как будто бы или откладывал что-то, или у него были какие-то иллюзии иные, что, не знаю, там, может быть, женщина должна к нему там прийти на руках его носить. Не знаю, тут у внешней паразитарной матрицы до хера всякого там придуманного дерьма, да. Не знаю, что здесь мужчина думал, но дело в том, что у мужчины просто мега быстрым каким-то таким образом как будто бы идет вот это вот пробуждение и внутренняя трансформация. Здесь настолько она быстрая, что мужчина здесь вполне может болеть. У него может болеть тело, причем тело может ломать, могут болеть мышцы, кости. Я знаю, как это происходит, и это на самом деле очень больно. Особенно если есть какие-то повреждения физического тела. То есть чем серьезнее повреждение физического тела, тем болезненнее вот эти вот процессы. То есть здесь мужчина может не спать, здесь может вообще болеть все, ну то есть все от, не знаю, кончиков волос до пальцев на ногах. То есть это очень такой какой-то прям мега, вот как будто взяли и выдернули, да, и человек здесь идет очень мощным темпом, и он хочет нырнуть. Здесь у него есть это желание вот именно нырять, да, то есть он каким-то образом проснулся, он каким-то образом распаковался, у него пошел чувственный поток, он как будто бы вот эту вот теплоту, да, вот когда происходит раскрытие сердца, и после вот этой долгой зимы, после вот этой долгой закрытости, отчужденности, внутренней, да, именно сердечной, именно чувственной. И когда раскрывается вот это сердце, и ты чувствуешь вот эту вот всеобъемлющую какую-то любовь, которая тебя окутывает как одеялком, да, как облачком. И ты это чувствуешь прям как будто бы каждой клеточкой. И после этого тебе хочется быть в таком состоянии, чувствовать это все время. То есть ты хочешь, чтобы это состояние было всегда. И через это начинает появляется желание нырять как бы в глубину, да, по Луне. Луна – это глубина, и он хочет испытывать эти чувства, да, он не боится этой боли. То есть если раньше здесь вполне мужчина мог убегать как-то там и еще что-то, идти на поводу у страхов, да, то здесь он как будто бы развернулся, смотрит прямо в лицо своему страху, и он готов нырять. И, кстати, вот это его как будто бы прям подняло, то есть вот это его намерение, вот это его некая такая решительность, да, она как будто бы вот создала ему вот этот вот мощный подъемный вектор вверх. Угу.
Мужчина здесь отталкивается от истины. Он больше не хочет обманывать сам себя. То есть он принял для себя решение. Он себя не обманывает. Он смотрит как бы прямо перед собой. И как бы тяжело ему не было в чем-то признаваться, свои ошибки, свое эго, свои какие-то заблуждения, он это делает. И причем здесь я вижу человека, который четко решил, что он это будет делать. И человек это делает ежедневно, постоянно, вот как у него возникают, поднимается это все из глубины, он это делает постоянно, то есть он заглядывает в глаза своему страху, он пытается выяснить, откуда он пришел, и ему помогают. Здесь очень идет мощная помощь. То есть главное пожелать, да, помощь тебе придет. И у него это идет таким интенсивным образом. Он признается, где он был неправ, где он обманывал себя. Здесь идет освобождение вот этого сердечного центра от всякого бреда. Что тут у женщины? У женщины в сердечном центре все хорошо. Вообще тут просто пышная весна. Так или иначе, в ее сердце есть мужчина. И в целом она знает, кто это, этот мужчина, да. В каком облике он придет, это уже как бы она предоставляет на этот мужчина или не этот. Мужчина здесь как бы вполне может, если такими темпами будет идти, то здесь очень большие как бы шансы на, в общем-то, встречу, причем скорую встречу, потому что женщина здесь уже 100% как бы готова, а мужчина очень динамично поднимается к ней, развивается. Она в целом принимает вот эту вот ценность в виде мужчины, в виде дара любви истинной, гармонии. И она сама пребывает в гармонии. И она никуда не торопится, она никого не торопит. То есть она вот просто содержит в своем сердце мужчину, и она знает, что этот мужчина, он, в общем-то, так скажем, проявится в ее физическом пространстве. Хотя она, по большому счету, не то чтобы у нее сомнения, она здесь легко относится, она не осуждает, она как бы не ожидает. Она просто знает, что мужчина за ней наблюдает, но при этом он как бы ничего не делает, да, то есть никакого движения, никаких потугов от этого человека нет. Поэтому она в какой-то определенный момент просто-напросто отпустила и мужчину, и ситуацию, и, в общем-то, сказала пространству, сказала своему роду, высшим силам, да, что как бы он, не он, не он. То есть он хорошо, не он тоже хорошо, как бы.
Я спрашиваю, по какой причине, почему? Потому что она не хочет быть привязана ни к кому, ни к какой ситуации. То есть вот эта вот история с зависимостями, созависимостями, это уже не про нее. То есть вообще абсолютно. Поэтому она здесь, как бы, может быть, мужчине и давался некий какой-то шанс, да, а он его не брал, потому что он пребывал как-то в себе. Может быть, здесь мужчина как-то оттягивал. Почему мужчина пребывал в себе? Мужчина пребывал в себе, потому что, во-первых, у него опять-таки были какие-то такие сомнения, что так может быть. Потом сомнения, что он нужен этой женщине. Потом, что там у нее уже кто-то есть, да. Потом он решил играть в жертву, в какую-то, что вот как бы... Да, да, причем здесь было много самообмана, да, вот нам лунная колода показала, что у мужчины было много самообмана, то есть он сам себя обманывал, придумывая себе какие-то то ли оправдания, то ли принимая какие-то шаблоны, программы, да, что как оно должно быть, а если оно не так, значит это вообще все, в общем-то, не то, не сё, не мое. Я спрашиваю, а потом что случилось? А потом случилось то, что женщина, считав все это, что мужчина никак, в общем-то, не использует ту энергию, которую она ему, в общем-то, отправляет для в качестве помощи, да, выхода на новый уровень. Не для того, чтобы он к ней притопал, а для выхода на новый уровень. То есть вот он сидел в ограничениях, он, в общем-то, сидел вот в этом своем как бы мирочке, да, а ему нужно расти, он уже вырос из этого мирочка, ему нужно подниматься, переходить на следующий этап. А она смотрит, как бы понимает, что он не в зуб ногой вообще, и она закрыла. Закрыла и, в общем-то, ушла. И здесь пришло солнце. Здесь пришло солнце, и мужчине стало плохо. То есть на него нашло некое такое озарение какое-то, да. И вот мужчина пошел резко в развитие. Что среднее? Ну, я бы сказала, женщина здесь, песня мне пришла, да? Милочек, никуда не денешься, влюбишься и женишься, да, что-то такое. Очень много здесь застойного. Здесь как и у женщины, как и у мужчины много застойного, да. И двойка мечей, четверка мечей, и отшельник об этом говорят. То есть здесь как бы либо оба, либо кто-то из них, да, или мужчина, или женщина, находились вот в таком как будто бы
застывшем состоянии, да, то есть внутренние процессы у них шли, но внешне как будто бы вообще ничего не менялось. То есть вот ты сидишь там в своей келье, у тебя ничего там не меняется, но у тебя идет мощная вот эта вот проработка. И в целом ситуация между двумя людьми, она вообще была не то что в застое, она была как будто бы похоронена вообще в целом. То есть здесь вот эти два человека, они не должны были никогда проявиться в пространстве друг друга. То есть это должен был быть, не знаю, мир перевернуться, чтобы вот это проявилось. И мир перевернулся, и это проявилось. Как бы там ни было, нам хотят сказать, что вот в этой паре движение как бы началось. Да, со скрипом, да, как бы с толчка или медленно, да, но движение, тем не менее, здесь есть. Здесь еще может быть такой вариант, что слишком большое натяжение, да, то есть когда долго что-то оттягивать, оно просто потом бахает, да, и вот этот резкий выход куда-нибудь в стратосферу, да, вот и здесь может быть еще и так. Не буду я убирать фортуну. Что в действиях мужчины? Мужчина здесь вообще-то действительно как будто бы с места в карьер. У мужчины здесь такое вдохновение, просто не передаваемое. Настолько это сильно, настолько это мощно. Здесь человек испытывает момент такого какого-то тотального счастья. И что мне взять? Здесь освобождение, здесь мужчина становится тем, кем он является на самом деле. То есть здесь раскрытие истинной природы, истинной сути, духа в прямом смысле слова. Это когда идет раскрытие волевого столба, это когда перезапускаются в связи с этим все, абсолютно вся чакральная система, она перезапускается, и там начинается такой мощный процесс перерождения, переструктурирования самой системы. И вместе с этим происходит как бы раскрытие, расширение вот этого вот сознания. То есть
в таком состоянии человек выходит на прямой контакт со своим высшим я, то есть это явление духа. И это как раз-таки вызывает вот это вот тотальное, как бы такое состояние могущества, это состояние могущества. Это когда я могу перевернуть и землю, и горы. Это когда все мне подвластно. И я хочу этого, и я счастлив, и я наполнен, потому что здесь все существо наполнено любовью. Хорошо, а движения-то у тебя какие будут? Вот этот вот мужчина, он является защитником для этой женщины. Еще что? Ну, насчет действий здесь нам не показывают. Здесь показывают, что здесь мужчина четко поймет, что это его любимая женщина, и что он свою новый мир, свою новую жизнь, он желает строить и быть с ней, и только с ней, и ни с кем вообще больше. Ну и что он готов землю перевернуть, то есть будет преодолевать свои страхи, то есть здесь будет мужчина действовать, но будет действовать по рыцарю чаш. Очень как бы осторожно, очень как бы романтично, потому что здесь вообще в целом человек полон будет вот этой вот романтики, азарта и такой какой-то, как же это сказать, чистоты, юношеской какой-то вот не могу подобрать слово. И здесь человек будет, в общем-то, в процессе своего вот этого перерождения, восхождения, он будет делать шаги навстречу этой женщине. Кстати, здесь я не вижу, чтобы у него были какие-то страхи. Здесь, напротив, вот с этим могуществом, вот с этим вот раскрытием придет четкая уверенность того, что этот человек мой, да, и, в общем-то, все, это мое родное и ничего больше. И он здесь вот эти вот, как бы, большую часть страхов, если вообще в целом не все, вот это вот осознание, оно как будто бы уберет. Что тут в действиях у женщины? Женщина здесь, главным образом, она не будет мешать мужчине, в общем-то, принимать состояние вот этого мага, да. Как бы он ни проявлялся, как бы здесь мужчина не проявлялся по отношению к женщине, женщина здесь будет подыгрывать мужчине, потому что здесь очень мудрая женщина. Она будет очень тонко, грамотно
но поощрять, воодушевлять, вдохновлять на, в общем-то, большее раскрытие, большее проявление для того, чтобы мужчина выходил вот в это состояние мага. Здесь женщина является источником, она сама наполнена, и в целом она как бы вот это вот свою ресурсность она не зажимает. Более того, она готова этим как бы делиться, да. И вот она будет мужчину каким-то образом вот так вот воодушевлять, то есть наполнять его. Вообще, здесь как бы не по теме почему-то мне отвечает, но я все-таки проговорю, что тут у женщины. У женщины здесь мощный переворот в жизни вообще в целом. Это как бы на данная, вот эта данная информация, она не касается мужчины. Но у женщины здесь мощная перестройка. То есть ее внешняя жизнь у женщины, она поменяется кардинально. Здесь очень может быть переезд, смена места. Причем смена места, она, возможно, будет тотально кардинальной. То есть здесь другая страна, здесь из, не знаю, зимы в лето, из осени в весну. То есть вот здесь именно такая, то есть кардинальная перемена. И эта кардинальная перемена, она также здесь связана с переменой окружения. То есть к женщине здесь как будто бы идет, или женщина идет туда, где ее как бы истинное окружение, окружение нового плана, окружение новой жизни, нового мира. И будет как бы разрыв. Здесь много мечевых вот этих вот холодных энергий. И я спрашиваю здесь, потому что разрыв, идет разрыв как бы с прошлым. И здесь женщина просто холодно, без какой-либо эмоциональной привязки разрывает это и уходит. Это связано с неким предложением. Я не знаю, зачем мне это показывать, почему это кого-то захотелось. У нас здесь тема мужчина и женщина, звездная пара. И это связано с неким таким предложением, в котором у женщины не будет никаких сомнений. То есть тебе предложили, ты встала и пошла. Кто там тебе будет вдогонку что кричать, не уходи там, подожди, давай еще что подумаем. Здесь тебя это не останавливает. Ты просто идешь туда, куда ты считаешь нужным. А ты это как бы
поймешь, что это твое. Это связано еще с проявлением, с деятельностью, да, с работой. А про мужчину что-нибудь нам скажет? Или, может быть, мужчина? Сейчас мы мужчину посмотрим, что нам на мужчину скажет. Не хочешь? Ну, не хочешь, как хочешь. Что у нас тут среднее? Поскольку это новый план, поскольку это новые энергии, здесь как бы нельзя определить срок, какой это срок, да, но здесь идет развитие, то есть выход на новый уровень. И это касается обоих. То есть, вот смотрите, здесь мужчина, он отставал от женщины как бы в духовном развитии. Это совершенно определенно. Женщина здесь отставала именно в проявлении физическом. То есть своего проявления в физическом плане. Но духовно она развита. И вот наступает тот момент, когда мужчина поднимает свое духовное тело, да, свое духовное развитие, а женщине компенсируют ее физическое проявление для того, чтобы эти два человека, они были равноценны. Равноценны. Здесь нет пока еще встречи. Здесь мужчина будет проявляться. И женщина ему даст эту возможность. Вполне возможно, что это будут такие мягкие шаги, общения на расстоянии или еще какое-то, потому что здесь проявление будет, но встречи здесь нет. Опять-таки здесь идет как будто бы вот какое-то время для того, чтобы и одного, и другую как бы выровнять в равноценности. Понимаете? И здесь определенно этот мужчина для этой женщины и эта женщина для этого мужчины. Здесь как бы нет разночтений. Это совершенно точно. Мужчина для себя принял решение в какой-то момент. И поэтому его каким-то вот быстрым, мега быстрым способом его пускают на восхождение. А здесь мужчина реально на момент здесь и сейчас может очень серьезно болеть. Это могут быть и депрессии, это телесная, физическая боль однозначно здесь у мужчины есть. Потому что это очень быстрый, как бы, без боли это невозможно. Невозможно. Мужчины, те, кого, в общем-то, кому подходят ваши характеристики,
вы не бойтесь вот этой вот физической боли. Она, напротив, из вас уходит, то есть ваше тело исцеляется. Та энергия, духовная сила, которая в вас распаковывается, которая через вас проходит, она ваше тело подготавливает для вот этой мощной энергии. И она исцеляет тело. То есть вот эти вот болячки, это блоки, это засоры, заторы, которые, повреждения, которые получило ваше тело. И это идет исцеление. Бояться этого не нужно. И разумно подходить к приему лекарств, да, то есть смотреть по как бы своему. Лучше здесь принимать простые как бы обезболивающие. Но это, в общем-то, ваш выбор, да. Я хочу сказать, что если при болях в голове принимать какие-то там, не знаю, подавляющие вещества, то, в принципе, вы не улучшите ситуацию. И это не будет способствовать исцелению, а напротив. То есть то, что хочет от вас уйти, оно напротив будет как будто бы закрепляться. Понимаете? В общем, так. А у женщины здесь идет мощное некое проявление физической жизни, некая ее реализация в новом каком-то качестве. И новое окружение. Вообще в целом вот эта вот декорация жизни, она меняется у женщины. А у мужчины тоже здесь очень много приятных, не то что приятных, а просто мега-мега кайфовых открытий в плане чувств, в плане состояния, в плане ощущений. Так.